Приветствую себя на канале. Меня зовут Наталья. В первую очередь хочу показать вам вот такой узор, как провязывается, такие крупные соты. Причем этот узор, он чем больше растягивается, тем смотрится красивее. То, что нужно для носка, поэтому я и вяжу им носок. Вот так он выглядит. В этом видео будет две части. В первой части это будет сам узор, будем вязать. А во второй части я расскажу, как я распределяю петли перед пяткой. Покажу, как я вязала узор для пятки. И как распределяю петли после пятки. Куда деваю лишние петли. Сама пятка — это пятка французская, либо пятка бумеранг. Ничего тут нового я вам как бы не расскажу. Это такое небольшое будет описание для того, чтобы вы сориентировались, вывязывая носок, как распределить петли. Внизу под видео будет тайм-код. Просто для удобства, чтобы вы не теряли время, если вас что-то интересует, а что-то нет. Узор состоит из 6 петель и 20 рядов. Узор 1 лицевая, 4 изнаночные и 1 лицевая. То есть вот эти лицевые, которые вот рядом, мы сначала разводим, затем провязываем 6 рядов прямо. И затем обратно их сводим. И опять провязываем 6 рядов прямо. Вот это разводим и сводим мы делаем в течение 4 рядов. Я их покажу. Как бы из этого состоит весь узор. По узору лицевая, 4 изнаночная, лицевая. Это раппорт. 6 петель. Лицевая, 4 изнаночных, лицевая. Первый ряд. Лицевую снимаю, изнаночную провязываю и меняю местами лицевую с изнаночной. Лицевая при этом всегда сверху. Поменяла. Дальше 2 изнаночные, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную меняю местами с лицевой, лицевая всегда сверху перед работой, а изнаночная за работой. Дальше, то есть это закончился раппорт. Дальше опять начинаю, лицевую снимаю, изнаночную провязываю, меняю местами, лицевая сверху, изнаночная за работой. Меняю местами, изнаночная всегда за работой, лицевая сверху. Это первый ряд. Второй ряд. Петли провязываем по узору. Первая у нас уже изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Раппорт закончен. Тут ничего не придумываю, просто по узору. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Это второй ряд. Если вы вяжете поворотными рядами, то же самое. Вы вяжете все по узору. То есть над изнаночным вы вяжете изнаночные, над лицевыми лицевые. Третий ряд. Провязываю изнаночная. Дальше меняю местами. Лицевую переснимаю, изнаночную провязываю, лицевая перед работой всегда, изнаночная за. И провязываю лицевую. Дальше изнаночную переснимаю, лицевую провязываю, меняю местами. Изнаночная за работой, лицевая перед работой, изнаночную провязываю.
и изнаночная. Это раппорт закончен. Дальше делаю то же самое. Меняю. Изнаночная и изнаночная. Дальше с 4 по 10 ряд вяжем петли по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Итак, 10 рядов провязано. Так. С 1 по 4 ряд мы разъединяли вот лицевые с изнаночными, то есть разводили лицевые. Затем провязали 6 рядов, ничего не меняя, то есть по узору над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Теперь пришел момент, когда мы будем сводить эти лицевые вместе, для того, чтобы уже получился такой законченный сот у нас. Да? 11 ряд. Изнаночную провязываем. Вторую изнаночную переснимаю. Дальше лицевая. Меняю местами с изнаночной. Лицевая всегда перед работой, изнаночная за работой. Лицевую переснимаю, изнаночную провязываю. Меняю местами. Лицевая перед работой, изнаночная за работой. И изнаночная. Раппорт закончен. 12 ряд. Вяжем петли по узору. При поворотном либо при круговом вязании все равно. Изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Раппорт закончен. То есть петли вяжем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. 13 ряд. Изнаночную переснимаю, лицевую провязываю, меняю местами. Изнаночную провязываю. Дальше 2 изнаночные. 1, 2. Лицевую снимаю, изнаночную провязываю и меняю местами. Лицевая. 6 петель раппорта провязали. Дальше с 14 по 20 ряд вяжем петли по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. И теперь я расскажу о распределении петель для такого узора и о узоре на пятке. Для носка я набирала 66 петель, потому что узор кратен 6 петлям. Я вяжу мужской носок, 60 петель мне маловато, потому что размер как бы не маленький. Так? Плюс я вяжу спицами 2,25. И я вяжу из пряжи Drops Fable цвет 300. Набор может быть каким угодно. Лично я делала итальянский набор. Оставлю ссылку на него. Это набор по кругу, который делать без слез вполне даже очень возможно. Я там показываю, как это сделать. Плюс там есть также узор для носков. После итальянского набора я провязала 2 ряда резинкой 1 на 1 с переснятыми петлями. Так. И дальше я провязала 1 ряд лицевыми все петли, и после этого я стала делать нерегулярную резинку. В начале, там где у меня маркер висит, и я начинаю начало ряда, у меня начинается с 1 лицевой, 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, так по кругу. И когда я подхожу к маркеру, у меня последняя еще 1 лицевая. Все, тут маркер уже пошел.
От наборного края я связала нерегулярной резинкой 10 рядов, затем у меня 2 раппорта узора по 20 рядов, и затем я еще один раз сделала вот этот развод петель, и после этого начала делать пятку. Теперь давайте будем разбираться с тем, как распределить петли на пятку и перед. Я провязала 14 сантиметров. Я пользуюсь таблицами. Ну, конечно, бывают разные исключения. Бывают ноги нестандартные, бывает сколько количества пряжи осталось, ну и в том числе узор бывает тоже. Этот узор не могу сказать, что он сильно стягивает, поэтому никаких лишних петель я здесь не добавляла, так как, допустим, когда работаешь с косами, вот косы скрещиваются, там 2 на 2 петли, 3 на 3, а тем более 4 на 4. Они, конечно, намного больше стягивают узор. Этот узор я бы не сказала, что стягивает. Ну, нету такого ощущения. Так? Значит, у меня 66 петель. Я буду делить сейчас. То есть вы провязываете свое количество, которое по таблице, либо как вам надо, либо от того, сколько у вас пряжи. Да? Вот начало моего ряда. Так. Значит, что я хочу на пятке? Чтобы у меня начиналось с 2 лицевых петель. То есть начало ряда, чтобы было 2 лицевые петли. И заканчивалось, соответственно, точно так же. Что я делаю? Я вот эти петли, которые у меня 2 изнаночные остались, так, я их сейчас провязываю, 2 изнаночные, так, по узору. И вот у меня начнется пятка с вот этих самых 2 лицевых, которые я и хочу, чтобы начиналась пятка именно с них. Сброшу петли пятки на одну спицу. Теперь у меня с 2 сторон 2 лицевые, 2 лицевые. Я на одну спицу сбросила 32 петли. И чтобы у меня симметрично были, начиналось и заканчивалось с 2 лицевых. Так? Это у меня пятка. Соответственно, по переду у меня останется 34 петли. Да. Значит, я начинаю вязать пятку. Кромочную снимаю, как обычно, лицевую провязываю. Дальше 4 петли изнаночной у меня, а лицевые петли я переснимаю. 2 лицевые переснимаю, 4 провязываю, 2 лицевые переснимаю, так, 4 провязываю, 2 лицевые переснимаю, 4 провязываю, 2 лицевые переснимаю, 4 провязываю. Так, и последние 2 петли я провязываю, лицевая и изнаночная, разворачиваю. Лицевую переснимаю. Здесь у меня изнаночная. И дальше лицевые я провязываю, а изнаночные это те, которые пересняты петли, я уже провязываю изнаночными. 4 лицевые, 2 изнаночные провязываю и так далее. И последние петли также провязываю. И 2 изнаночные. Так. И так в каждом ряду я по лицевой стороне я 2 лицевые с одной и с другой стороны провязываю, а лицевые посередине я просто переснимаю. С изнаночной стороны я все петли провязываю по рисунку.
эти петли я переснимаю. Следующий этап. Когда я провязала 30 рядов, и я ориентируюсь вот на эти кромочные, то есть у меня 30 рядов, но это 15 вот этих кромочных с одной стороны и с другой стороны, за которые я буду поднимать петли для французской пятки. Так, 30 рядов я разворачиваюсь, это изнаночная сторона, и я все петли провязываю изнаночными. 31 ряд. Все петли провязываю изнаночные. Почему я провязала 30 рядов, а не 32? Я провязала 30 рядов. У меня 15 кромочных для набора, и появляется 16 кромочная. Я провязываю все петли по изнанке изнаночными, и дальше я вяжу, то есть перебрасываю. У меня по бокам, то есть делю эти 32 петли на 3 части, 11 петель, и посередине 10. Теперь я по кромочным подбираю петли. Я перераспределяю петли. Я там, где у меня будет узор идти, я сбросила на одну спицу, а пятку как раз поделила на 2. То есть вот мое донышко пятки. У меня здесь 20 петель, вернее даже 21, потому что вот эту я еще должна 2 вместе провязать вот с этой. Так, я их поделила напополам и добрала вот эти боковые петли. Так, для того, чтобы, ну, вдруг у меня здесь будет какая-то дырочка, да, я сейчас возьму и подцеплю ее здесь, где она тут тянется, вот так она и тянется. Перекручу эту петлю, одеваю и провяжу вот эту первую петлю из 4 изнаночных, я провяжу лицевой. Поэтому ставлю вот так петлю, чтобы провязать ее лицевой. Лицевая. Дальше у меня пошла 3 изнаночные. Почему я провязываю эту петлю лицевой? Чисто визуально, вот мне так больше нравится. Можете провязать 2 лицевыми, да, ну больше не надо, потому что у нас тут опять-таки узор будет расходиться. А можете вообще оставить 4 петли изнаночные. Мне больше нравится, когда здесь лицевая, дальше пошли 3 изнаночные, дальше вяжу по узору 2 лицевые, 4 изнаночные, дохожу до конца спицы этой передней, дохожу вот до последней петли. Я ее тоже буду провязывать лицевой, да, но я ее сначала переснимаю. Здесь я ищу вот эту петлю, которая будет ездить туда-обратно. Где она тут? Так, нахожу, перекручиваю и провязываю 2 вместе, подтягиваю. Дальше с этой стороны я тоже набираю прямо в кромочные. Вот. И набираю так до конца. 2,
столько же петель, сколько и с той стороны. Вот клин подъема, то есть это вот та самая лицевая петля, видите, которую я из изнаночной, была изнаночная, стала лицевая. Вот так это смотрится с одной стороны и, соответственно, с другой стороны точно так же. Дальше идет все как обычно, клин подъема, то есть лишние петли я сокращаю постепенно в каждом втором ряду, но у меня-то остается 32 петли и 34 петли, да? Так я и провязываю, то есть я закрываю петли клина подъема, у меня здесь остается 32 петли, ну, мне больше не надо. Так, и я так продолжаю вязать до самого мыска. Что я делаю? Я делаю сокращение на мыске, делаю одну петлю, сокращаю, провязываю, вторую петлю сокращаю, а по стопе, по нижней части я не делаю сокращения, просто провязываю. Дальше провязываю ряд и уже потом делаю сокращение уже симметрично, потому что я убрала 2 лишние петли и дальше у меня идет уже сплошная симметрия. Конечно, совсем не обязательно убирать клин подъема, убирать аж до 32 петель. Можно и 34 оставить, чтобы здесь шло по стопе 34 петли, а не 32. А можно и вообще убрать до 30. И тогда тоже одинаково распределить петли в этом случае. Так? Ну, то есть перебросить вот эти 2 лицевые назад. И будет одинаковое количество. Но я решила сделать вот так, как рассказала. Вот так. Это что касается, как распределить петли для такого узора. Плюс у нас не одинаковое количество петель, но у меня не одинаковое количество петель по носку получилось. Так что вот такой красивый носок получается с вот такой интересной пяткой, да? Пятка смотрится вот так. Пятка смотрится вот так. Если вам было полезно, интересно, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться, чтобы не пропустить другие видео. И до новых встреч!